зовут Александрова Роза. Я психолог научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Вместе с моими глубоко уважаемыми коллегами из Москвы, Мешковой Татьяной Александровной и Митиной Ольгой Валентиновной, используя многомерный анализ, изучали факторы риска расстройств пищевого поведения у девочек-подростков неклинической популяции. Всего было опрошено 298 учащихся общеобразовательных школ города Рязани в возрасте от 12 до 17 лет. Девочек просили заполнить 3 опросника в бланковом варианте. Это тест пищевых установок, Eating Attitude тест, состоящий из 26 пунктов. Это опросник темперамента и характера Клонингера, TCI-R, состоящий из 140 пунктов, а также был разработан и использован оригинальный опросник факторов риска расстройств пищевого поведения, который включал в себя 55 пунктов. Эти опросники были направлены на изучение пищевых установок и пищевого поведения, озабоченности весом и неудовлетворенности своим телом, некоторых личностных особенностей семейных взаимоотношений, а также темперамента и характера. Кроме того, девочек просили указать свой вес и рост и оценить уровень развития таких своих характеристик, как здоровье, внешность, счастье и ряд других, опираясь на графическую шкалу самооценки Дембор-Бенштейн. В ходе нашего исследования были выявлены 33 девочки, суммарный балл которых по методике И-26 составил 20 баллов и более. Они определили группу риска расстройств пищевого поведения. И это 11,1% девочек всей выборки. Бинарный логистический регрессионный анализ позволил выявить и ранжировать ряд переменных, вероятных предикторов расстройств пищевого поведения. Среди них наибольшую вероятность имеют озабоченность весом и неудовлетворенность своим телом. Относительно черт темперамента и характера для девочек с риском расстройств пищевого поведения характерна низкая самонаправленность, повышенное стремление к новизне и избеганию вреда. Среди других особенностей для девочек с риском расстройств пищевого поведения были выявлены высокая алекситимия, неверие в свои силы, негативная эмоциональность, неудовлетворенность семейными взаимоотношениями и низкая самооценка. Также имелась тенденция к перфекционизму и рискованному поведению. Выявленные в ходе исследования модели модерации и медиации позволяют предположить, что мы имеем дело со сложной системой взаимодействия между факторами, которые могут увеличивать или уменьшать риск расстройств пищевого поведения у подростков.